Тебе нравится трейдинг, ты хочешь вникать в наше ремесло, но имеешь всего пару часов перед сном. Я знаю, что многие мои зрители — это новички, которые чисто физически не успевают торговать днем. Работа, обстоятельства, мешает все, что угодно. Остается только заваривать кофе литрами и сидеть анализировать графики ночью. Но ни в коем случае не переживайте, это не проблема, это ваша возможность. Рынки по ночам очень спокойные, можно сказать даже вялые, а это идеальнейший тренажер для новичков. Сегодня покажу вам стратегию как раз для торговли глубокой ночью. Она подходит идеально для боковиков, а это на минуточку 70% наших рынков. Так что заваривай бодрящий кофеек, дружок, нам пора начинать. Так, все, ребят, у нас глубокая ночь, мы настроены на серьезную торговлю. Давайте заниматься этим. Особенность трейдинга в такие часы — это не самая высокая волатильность. Давайте ее обозначим. У нас узкий диапазон, в котором ходит цена. Смотрите, раз, два, вот. Нам это и нужно. Рынок относительно предсказуем, согласитесь. Мы можем видеть отчетливые движения вверх и вниз по одному сюжету, что очень сильно будет упрощать нам сделки. Индикаторы здесь скорее бесполезны из-за запаздывания, поэтому я использую только стохастик-осциллятор. Выделяем моменты его выхода за пределы канала, чтобы понимать, когда цена снова остановится. Как видите, работает практически безотказно. И да, это и есть базис нашей сегодняшней торговой стратегии. Я определяю узкий ценовой диапазон, а после стараюсь входить на его границах с помощью осциллятора. Давайте выделим немного для начала с помощью инструментов брокера наши уровни. Получаем вполне наглядную картинку, согласитесь. Становится гораздо понятнее визуально. Настраиваем все для максимального понимания. У нас тут, кстати, выход стохастик, поэтому вполне вероятно мы откроем сделку. Пока есть время, поставлю вторую границу нашего диапазона. Потребуется тот же самый инструмент, смотрите. Для этого мы просто соединяем максимум за последнее время. И видим верхнюю зону сопротивления. Все становится крайне понятно и даже красиво. Рынок тем временем разворачивается, давая нам тем самым повод открыть сделочку. Не будем откладывать, новая минута. Все, поехали. Повторяюсь, стохастик вышел вниз, это называется перепроданностью. Таким образом, скоро произойдет разворот. Такой же сигнал дает наш диапазон. Мы в самом низу, значит настраиваемся на рост. Теперь просто наблюдаем за ценой и ждем свои денежки. Торговля ночью — это особая атмосфера. Весь город спит, ты сидишь перед графиками в темной комнате, просто поглощая литрами кофе. Люблю, я с этого начинал, мое любимое время. Хотя для многих новичков, которые вынуждены так делать, не сильно нравится, уставшие. Да? Я знаю нескольких ребят, которые специально работают только ночью. Кстати, они неплохо зарабатывают, поверьте мне. У всего есть свои плюсы, у всего есть свои минусы. Как я уже сказал ранее, по ночам вас ждет низкая волатильность, поэтому будьте готовы торговать немного иначе. Своя специфика диктует особые правила. Нам остается только принимать их. Я тем временем закрываю первую сделку в плюс. Давайте посмотрим на рынок, меняем график и скоро продолжим. Так, ребят, надеюсь, теперь для вас торговля ночью — это не хардкорное испытание, это легкая прогулочка, где вы можете отточить все свои навыки и, конечно же, заработать. Поверьте моему опыту. 12-часового ролика не хватит для того, чтобы изложить всю базу трейдинга для успешного старта. Это очень большой пласт информации. Всему придется учиться постепенно. Чтобы делать это с максимальной продуктивностью, ссылки на мой телеграм-канал я оставил в описании. Переходим и подписываемся. Реально для тех, кто хочет зарабатывать, кто хочет развиваться и кто хочет зарабатывать. Никакой воды, ребят, поверьте мне, там не будет. Сможете написать мне любые ваши вопросы. Комментарии здесь, к сожалению, я не читаю, не отвечаю. Онлайн-контакты, пожалуйста, пишем, я на все отвечаю. Легко, без всяких проблем, ничего платить не нужно. Переходите, подписывайтесь, ссылки в описании. Жду вас. Смотрите, здесь поторгуем снижение. Ранее я уже подготовил здесь уровни, они отлично сработали. Давайте разбираться. Долгое время цена ходила в рамках одного канала, в который в свое время поднялась из-за вот этого небольшого цоколя. Актив ходил выше, опираясь вот на эту зону, но в итоге снова краткосрочно спустился в нижнюю часть. После неудачной попытки вернуться вверх, цена опять развернулась. Мы попадаем на тот же самый цокольный этаж. И здесь есть важный нюанс. Наш осциллятор в верхней точке. Это называется перекупленность.
слишком отросли, слишком высоко было. Таким образом, у нас есть подтвержденный сигнал на снижение. Поэтому спокойно открываемся на понижение цены в течение еще 10 секунд. Могу отметить, что торговля в такие часы во многом даже более предпочтительна, если вы планируете начать работу с ценовыми уровнями. Хороший тренажер. Еще одна сделка позади. Давайте, наверное, еще одну здесь откроем. Нет ничего проще, чем торговать в высоковолатильные рынки, когда есть явный тренд. Но истинное мастерство анализа формирует понимание самой структуры движения цены. И вот здесь нужна экспертность, а не только смелость. А идеальный тренажер, вот он, спокойный рынок. Я продолжаю ожидать дальнейшее снижение, поэтому спокойно ставим цель в виде касания нижней линии, которую я чертил. Итак, мы работаем с вами со спокойным графиком. У нас время, когда почти все тренды затихли, поэтому цена ходит в узком диапазоне. Это идеальный момент для изучения технического анализа. Ничто не предвещает беды. Сейчас мы не ждем каких-либо важных новостей. Кстати, тоже очень важно их будет перед началом торговой сессии проверить. Сейчас их нет. Никакого резкого выхода в рынок новых участников. В целом у нас период, когда последние сделки торгуют американцы. Азиатские уже трейдеры спят, может быть, сейчас будут потихоньку просыпаться. То есть, как итог, на рынке крайне тихо, но это нам только на руку. Получается оформлять вот такие вот интуитивно понятные формации, которые вы прямо сейчас видите на экране. Ситуация вполне позитивно развивается, даже с низкой, видите, волатильностью мы забираем свое с рынка. Пока мы не коснулись нижней границы выставленного мной уровня, можно смело повторять сделки. Видим предсказуемое поведение рынка и работаем с этим, друзья. Не будем терять время, снова в позиции. Сейчас хочу объяснить, почему многие трейдеры не советуют торговать ночью. Все дело в их стиле входа в сделки. Они занимаются свинг-трейдингом, либо дей-трейдингом. Им нужна волатильность. Для них абсолютно не важно, насколько предсказуем рынок. Главное, как далеко в итоге уйдет цена при открытии позиции. Конечно, в таких условиях здесь и делать совершенно нечего нам. Но для нас, для торговцев на бинарных опционах важно совсем другое. Чтобы получить свою прибыль, нужно лишь немного подумать, оценить момент и указать сторону движения в течение заданной экспирации. Поэтому такие условия становятся просто идеальным моментом для открытия сделок. Работаем по техническому анализу, чертим уровни, выявляем закономерности и открываем успешные сделки одну за другой. Вот как я сейчас. Вот очередная сделка. Неплохо заработали здесь, был какой-то пробой, непонятно, что это с ценой происходит, небольшой всплеск. Давайте сменим актив на более спокойный. Смотрите, друзья, вернулся обратно, здесь сделка шорт. Вот. Чем может быть нам полезен стохастик-осциллятор? Он уже был перекуплен. И хотя актив еще не дошел до верхней границы диапазона, тем не менее он развернулся. А это для нас повод открыть сделку. На этом мы и зарабатываем. У каждой ситуации, у каждой валютной пары, у каждого часа торговли есть своя специфика, с которой вам только предстоит знакомиться, если вы начали свой путь здесь. Если хотите постигать эти нюансы системно, ищите в сети таблицы с расписанием торговых сессий. Только здесь важно выбирать именно свое время, например, московское, если вы так хотите. По таблице вы будете знать, когда начинается и заканчивается активность вся в каждом регионе мира. И будете выбирать для себя нужные условия. В целом, живущим в европейской части Евразии торговать довольно легко. Удается зацепить и Восток, и Запад. Мимо проходят только австралийцы и ранние азиаты. Так, друзья, отлично, сделка в плюс. Как видите, даже довольно скучно, но эффективно. Мы вышли из канала, по логике ночной торговли должны совсем скоро вернуться в него обратно. Это небольшой всплеск, это нормально абсолютно. Кто-то, возможно, закрыл свои ночные позиции. Цена просто сейчас не имеет достаточного заряда для тренда, поэтому ее должны снова усреднить. Если сейчас это произойдет, удачно войду в рынок прямо в нижней части этого диапазона. В нужное время, в нужном месте. Да, все, ребят, это и происходит. Сделка лонг.
Понимаете? Идеальный сигнал, без каких-либо подводных камней. Поэтому здесь ожидаю легкие деньги в течение минуты. Впрочем, даже если я потерплю неудачу, я всегда могу перекрыться. Текущий момент мне вполне это позволяет. Стабильность рынка и низкая волатильность. В общем, возвращаясь к нашей теме, не стесняйтесь того, что вы торгуете ночью. Это не безысходность, это просто другая возможность изучить технический анализ в идеальных условиях для того. Главное, не торговать сильно уставшим, когда начинает бить азарт. Когда вы уже добьетесь серьезных успехов в трейдинге и сделаете его своим основным источником дохода, то сможете торговать в любое время суток и быть универсальным. Вам будут доступны все тренды, все моменты ликвидности для реализации абсолютно любых вами стратегий. Неприятно, конечно, терять денежки. Я их не люблю терять, но, ребят, мы с вами помним, в трейдинге бывает все, поэтому мы сейчас просто возьмем и перекроемся. Прямо от нижней линии, также сделку в лонг. Спокойно вообще. Главное не волноваться, не ссать и работать четко по стратегии. Смотрите, вот отсюда, чик. И в обратную сторону вверх. Да, все, меня это вполне устраивает. О, вообще шикарно. То есть, понимаете, ночной трейдинг, он спокойный. Главное, не быть сильно уставшим. Вот. Риск полностью оправдан. Во-первых, я все еще не в минусе с самого старта. А во-вторых, я опираюсь на качественный анализ. Даже ладно, в-третьих, я выбрал сумму такой, чтобы она компенсировала прошлую неудачную сделку. Полный контроль за происходящим. Понимаете, что я делаю? Все складывается просто идеально. Вот. Торговля ночью – это всего пара нюансов и правил, знание которых позволяет вам стабильно зарабатывать. Если видите такие рынки, смело открывайтесь. Почему нет? Выдыхаем, да? На балансе 7000. Можно сменить график на что-то годное, добить нашу торговую сессию сегодня. Поехали. Вернулся обратно к австралийскому доллару, швейцарскому франку. Сделка лонг. Давайте разберемся. Смотрим на стохастик. Он снова перепродан. Актив оттолкнулся от нижней границы ночного диапазона. Все шикарно. Котировка в его нижней части стремится выбраться в верхнюю. Это я ожидаю в течение минуты. Пока цена готовится пробить потолок, сделаем пару выводов. Торговать ночью можно. В нашем случае, в сегодняшней торговой сессии, это даже выгодно. Особенно новичкам. Потому что это довольно просто. Рынок более спокоен, поэтому более предсказуем. Идеальный вариант для того, чтобы попрактиковаться в работе с уровнями и в торговле на разворотах. Тренажер с реальным, но минимальным риском. Будьте осторожны, отслеживайте отработку уровней. Если не себя отрабатывают, торгуем. Если нет, нет. Все. Ребят, все просто. У вас есть сейчас, в общем, идеальный пример, идеальный сетап для торговли по уровням. И лично я торгую в это время редко, но всегда уверен, что заберу свои деньги в эти часы. Вот как сейчас на балансе 8583, ребят. Шикарно. Давайте подводить итоги. Все, друзья мои, все, что вам нужно для торговли ночью, это заряд бодрости и мотивации. Стратегия, наглядные примеры, все у вас есть. Я желаю вам только удачи и побольше профита. Если видос нравится, ставим лайки, пишем комментарии и не забываем подписываться на канал. Для меня это самая лучшая благодарность от вас. Ничего больше не нужно, ничего не платите, просто поставьте лайк, если нравится. Не нравится, не ставьте. И все. Друзья, спасибо большое за просмотр. Увидимся с вами в новых видео. До скорых встреч. Всем пока.